Друзья, всем привет! Вы на канале Акер-Механик. Ситуация, про которую сегодня речь, довольно-таки типична. И может, скажем так, коснуться каждого автолюбителя. У нас автомобили до 3 лет в России на данный момент, на сегодняшний день, в 2021 году, составляет всего 8,5%. А автомобилей до 14 лет большинство. Ситуация, которая может вас затронуть, когда вы приехали, например, на автомобиле на очередное ТО, и вас, образно говоря, заворачивают по причине токсичности выхлопных газов. Ну, какие могут быть причины? Заливаете вы свежего бензинчика, например, понимаете, что симптомы в вашем авто, на которые вы раньше не обращали внимания, теперь начинают складываться в общую картину. Двигатель, например, временами неустойчиво у вас работает на холодную, а на горячую проседают обороты холостого хода. Временами высвечивается check-engine. При прогазовке из выхлопной трубы бывает, особенно на дизельных двигателях, валит черный дым. И вообще, как правило, на автомобиле увеличивается расход топлива, и по ощущениям автомобиль существенно теряет в динамике. Многие думают, что это все из-за топлива. И если есть неисправность, то она может и подождать. Никаких же особых автомобиль движется, а то, что мощности потеряли, бензин у нас такой. Позже вы едете на станцию технического обслуживания, просите сделать диагностику или подключаете свой личный какой-нибудь диагностический сканер и считываете ошибки. Ошибки бывают и есть, а бывает и нет. Если есть, то диагностика, как правило, показывает, что у вас очень бедная или богатая смесь, а бывает и одновременно по одной или нескольким лямбда-зондам. Или другое есть название — кислородный датчик. Парадокс, да? И бедный, и богатый одновременно. Часто диагносты ошибочно предлагают вам почистить топливную систему. Форсунки, например. По лямбдам, если вылазит периодическая ошибка, говорят, что данный узел, он либо работает, либо нет. И если ошибка сбрасывается, то значит лямбда, он же кислородный датчик, рабочий. В общем, как всегда, очень часто все сводится к методу замещения, что никак не решают конкретно вашу проблему. С повышенным расходом топлива, неустойчивостью работы и невозможностью, в принципе, легально пройти техосмотр. Плюс расход топлива увеличивается. Могу вам подсказать, что ваш виновник — это все-таки датчик кислорода. Это один из очень важных элементов системы отработавших газов. Сегодня расскажу, как лечить, когда менять, можно ли отремонтировать без замены, или есть какие-то, например, другие способы ремонта. И если уж менять, то какого бренда лучше покупать, чтобы не разориться. Сегодня речь именно об этом. Погнали! На отдельных автомобилях стоимость одного датчика может достигать до 30 тысяч рублей. Их может доходить до 8 штук. С 90-92 года появились вот такие вот регулирующие датчики вашей воздушной топливной смеси. Его эффективная температура работы составляет около 400 градусов. Естественно, до этой температуры его еще нужно разогреть. И поэтому вы, когда заводите холодный инжекторный двигатель, то что происходит? Естественно, вы должны либо прогреть его, либо быстро поехать. Поэтому производители все рекомендуют сразу же через какое-то непродолжительное время начинать движение, чтобы датчик кислорода быстрее прогрелся. Эти датчики, почему они очень дорогие? Они так называемые циркониевые. Формируют так называемый циркониевый электролит, когда он нагревается. И вот этот цирконий приобретает проводимость. И разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в вашей выхлопной трубе ведет к появлению на электродах вот этого датчика выходного напряжения. Оно очень маленькое, там 0,3-0,5 вольта, и поэтому проследить его каким-то там вольтметром практически нереально. Вообще, друзья, по мере развития автомобилестроения, так как увеличились экологические нормы, это способствовало так называемому развитию чувствительности лямбда-зондов. Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя стали использовать принудительный подогрев. Вот здесь вот, да, то есть включается специальная спираль, нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается, естественно, через проводку
к телу автомобиля. Что делать, если ваш старый лямбдазон, так сказать, врет или показывает некорректные значения? В этом случае блок управления начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти. При этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. Снижается динамика, это, кстати, тоже очень заметно. И, собственно, машина остается на ходу, и вы можете, в принципе, о вышедшем из строя или около этого датчика кислорода даже и не знать. В некоторых моделях автомобилей блок управления реагирует очень серьезно. То есть на современных вообще обычно вываливается чек, ограничивается мощность, уменьшается подача топлива в цилиндры. Сейчас ответ на главный вопрос. Стоит ли все-таки ремонтировать, либо менять датчик кислорода на новый? Я лично за замену на новый. Замена кислородного датчика на новый позволяет вам сразу же решить все ваши проблемы. Экономить топливо, улучшить динамику. Естественно, у вас и сразу уменьшится токсичность выхлопных газов. Без проблем вы пройдете какое-то ТО, то есть это является профилактикой преждевременного выхода из строя дорогостоящего катализатора. Теперь, ребят, что касаемо чистки либо ремонта датчиков кислорода. Отказ лямбдазонда вызван необратимыми изменениями в его структуре внутри, вот под этим вот колпачком, слое циркониевой керамики. Датчик многие пробуют оживить, но дело в том, что рабочая поверхность лямбдазонда под защитным колпачком со временем покрывается нагаром, свинцовыми отложениями, что содержится в топливе. Датчик начинает врать именно из-за этого. Этот налет можно удалить. Удаляют различной фосфорной кислотой, то есть специальным резаком аккуратно срезают вот этот колпачок. И в специальной кислоте все это отмачивают, чистят, а потом приваривают аргоновой сваркой аккуратно все это обратно. И, насколько я знаю, ремонт не настолько экономически выгоден, чем лучше купить ОЕМ датчик кислорода, в который полностью все входит новое. И тем более при современных затратах я считаю, что это все-таки заменяемая деталь. И ни в коем случае его нельзя чистить различными растворителями и так далее и тому подобное. Это еще больше выведет его из строя. Если, конечно, налет этот удалить, то работоспособность лямбдазонда бывает, что на какое-то время восстанавливается. Но поверхность самого датчика под крышкой не позволяет производить его чистку каким-то там механическим способом, абразивной шкуркой, там, нацелем, так как вместе с нагаром с керамической основой удаляются и слои напыления вот под этим колпачком. Как правильно менять лямбдазонд, он же датчик кислорода? У любого качественного ОЕМ датчика кислорода есть, естественно, инструкция, друзья, где вы, в принципе, все доходчиво можете понять. В данном случае датчик идет, видите, с защитным колпачком, где есть уже уплотняющее защитное кольцо, специальная паста уже термо нанесена на резьбу, чтобы датчик не прикипел и в будущем при возможности его можно было просто открутить. И усилие, с которым должен быть этот датчик затянут. Прежде чем менять датчик кислорода, выпускной коллектор, либо место перед катализатором должно быть немножко разогрето, потому что если вы будете откручивать его на холодную, сжатие металла, естественно, бывает временами затрудняет выкручивание данного компонента. Приходится греть горелкой и так далее и тому подобное. А можно вообще сломать по резьбе, особенно если старый какой-то. Поэтому есть, чтобы не столкнуться с другими проблемами потом, если датчик кислорода обломится, либо еще что-то, ну а вкручивается он элементарно. В первую очередь, естественно, после этого вы подсоединяете электрические компоненты, и после этого можете уже заниматься диагностикой и какой-то адаптацией воздушно-топливной смеси. Вообще все хорошие ОЕМ кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки, которая при повреждении приводит к необратимым последствиям выхода датчика из строя. Поэтому при монтаже и так далее соблюдайте осторожность. Старайтесь не допускать на контактный разъем и жалюзи датчика масла, грязи. Я же вот выбрал для своего автомобиля лямбдазонд фирмы Denso. Этот же бренд производит кислородные датчики для Toyota в оригинале. Поэтому у меня не составило труда подобрать на официальном сайте Denso
датчик именно для моего двигателя и для моего автомобиля. Кстати, чтобы не ошибиться и проверить маркировку, как я уже сказал, вы можете выйти на онлайн-каталог, забить свой мотор или модель двигателя, модель автомобиля, и вам качественно и актуально автоподбор подберет нужную модель датчика кислорода. Перед установкой нового лямбдазонда, ребят, всегда проверяйте его маркировку на соответствие в инструкции по эксплуатации. То есть посмотрите, есть ли какие-то механические повреждения на датчике. Несколько слов сказать о брендах, производителях современных датчиков кислорода для современных автомобилей. По правде, их не так уж и много. Более качественные производят 3 бренда. Ну, например, в большинстве своем для японских автомобилей, ну и не только для японских, производит фирма Denso. Поэтому я, в принципе, выбрал ее и на 100% уверен, что он подойдет по всем параметрам и по совместимости, что по электрической части, что, естественно, по самому датчику для моего автомобиля. Не нужно ничего допаивать, припаивать, менять, потому что проводка, многие, кстати, об этом не думают, проводка на лямбдазонде — это одна из очень важных частей на датчиках кислорода. И поэтому, когда проводка каким-то образом повреждается, просто изолентой обмотать поврежденный, так сказать, участок проводки будет недостаточно. И датчик кислорода может работать очень и очень некорректно. Теперь, что касаемо, друзья, по поводу отключения или установки вместо датчика кислорода так называемых обманок. Я к этому отношусь крайне отрицательно, потому что любая обманка — это так называемые какие-то усредненные значения работы вашего двигателя. А так усредненно ваш двигатель сможет работать, когда вы просто отключите электрофишку. Ошибка у вас будет по-любому. Если уж делать грамотно, то нужно пользоваться чип-тюнингом с полностью изменением, еще раз повторюсь, программы управления двигателем вашего автомобиля. Ну, либо это увеличение мощности, либо просто отключение экологии. А эта процедура довольно-таки недешевая. И могу сказать из опыта, что качественный чип-тюнинг, он не может стоить дешевле, чем покупка нового ОЕМ датчика кислорода, даже с его заменой. Благо, замена датчика кислорода — это процедура довольно-таки простая и недорогая. Главное, ну, либо яма, либо подъемник, чтобы получить доступ физически к самому датчику. Ну, а отсоединить электропроводку не составит у вас довольно-таки большого труда. Как я уже сказал, лямбдазонд измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах автомобиля при его работе при достаточном нагреве. Но, естественно, это очень важно при формировании воздушно-топливной смеси. Ну вот и на сегодня все, друзья. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Когда, как и зачем нужно менять датчик кислорода автомобиля и для чего он все-таки нужен. Ну и на сегодня все. Всем спасибо и пока.